Всем привет, уважаемые подписчики! Ну что, мы доехали наконец-таки до Найтона. Долго сюда собирались. Ехать до него, конечно, не так близко, но этот пляж обязателен для посещения, если вы приезжаете на Пхукет, потому что даже подъезд сюда, это, конечно, это невероятно красиво. Ну, вот сейчас немного покажу, насколько это красиво. Такое ощущение, ты не на Пхукете, а на каком-то острове труднодоступном. Вот просто когда сюда едешь, уже получаешь такое удовольствие от дороги, потому что машин мало. Все-таки отличается Найтон от другого Пхукета, шумного, многочисленного, туристического. Ну да, вот смотрите, можно арендовать маску, коврик. Мы как и, не помню, 5 или 7 лет назад тут были, наше когда первое посещение Пхукета, мы купались вот именно по левую часть. Справа можно увидеть не так уж и много людей по сравнению с другими пляжами, да, где мы уже были. Но мы сейчас немного пройдем, а также покажем, как с инфраструктурой вдоль пляжа. Я удивлен, что на Пхукете есть такие пляжи, где практически нет людей. Мог такое увидеть только год назад, когда после ковида только-только стали какие-то первые туристы приезжать. Ну вот на Короне, там на Патонге такая была картинка, вот как вы сейчас видите на Найтоне. Но это все из-за того, что Найтон все-таки такой труднодоступный. Если вы едете с центра или с юга Пхукета, то вы потратите, где-то в районе часа. Поэтому многие сюда даже не приезжают. Но мне кажется, это большое упущение, потому что все-таки сюда стоит приехать. Тут, во-первых, зелени много, нету каких-то огромных отелей, да. А во-вторых, именно для тех, кому нравится такой более уединенный отдых, то этот пляж, конечно, подойдет вам. Красота! Пляжик такой достаточно тихий, спокойный. Может быть, в доковидные времена тут было и немного побольше людей, насколько я помню, побольше. Но сейчас тут достаточно малолюдно. И что удивительно, здесь одни кафешки, здесь даже нет севенов. В целом этот пляж больше предназначен для тех, кто хочет куда-то уехать подальше и укрыться от такого городского шума, суеты и так далее. Но лично я приехала на этот пляж вовсе не за морем и даже не за пляжем. Здесь есть одна интересная достопримечательность, где получаются очень красивые фотографии. И чуть попозже мы там побываем. Отличительная особенность этого пляжа, именно на самом пляже нету зонтиков и шезлонгов. Но вот в самом конце я тут вижу один или два. Одиноко стоят, а так их практически нет. То есть люди вот на полотенцах лежат, видите, там кто-то лежит под деревом, на пеньке сидит, кто-то гамак он расстелил. Но это, наверное, тайц какой-то местный. Ну, лично для меня это идеально, потому что особо никогда шезлонги мы не берем с Машей. Мы приезжаем, искупаемся, походили по пляжу, обсохли и поехали дальше. То есть прям лежать моржом мы, наверное, никогда еще не лежали, да? Да. Сейчас чуть дальше еще пройдем и потом уже выйдем, покажем инфраструктуру вдоль этого пляжа. Она довольно интересная. И что интересно, на этом пляже, как и, кстати, на близлежащих отсюда, нету пальм. Здесь больше такие хвойные деревья. Так, в целом мы практически весь пляжик уже прошли. Очень чистый. Ни бутылок, ничего нет, видно, за ним убирают. Ну и людей мало, да, то есть когда людей меньше, и убирать, в принципе, меньше. Самое интересное, что вот подходя практически к концу пляжа, тут прям очень сильно он активировался. Если в самом начале там 1-2 человека, то тут уже, наверное, не знаю, человек по 100, по 200 в воде. С чем это связано, не знаю, возможно, тут волны меньше, хотя не меньше, посмотрите, какие огромные. А если едете отсюда издалека, то этот пляж лучше совместить с посещением следующего пляжа отсюда, он называется Майкао. И в следующей серии мы расскажем, почему вам там нужно обязательно побывать. Ну вот, собственно говоря, я показал активность по правую сторону, и сейчас мы уже медленно будем идти направо, и там уже покажем инфраструктуру. Ну вот, если вы тут будете отдыхать, приготовьтесь, что, возможно, вот тенек у вас будет только от деревьев. И видим, что, видите, тут можно помыть ноги, руки. Есть водичка, это очень здорово, чтобы не ходить весь день с соленым. Вот мы выходим на такую главную улицу, можно сказать, вдоль пляжа, и тут уже овощи, фрукты на любой вкус и цвет. Ну и тут, смотрите, такси. Ну и на пляже можно увидеть много всего, видите. Конечно же, тут есть массажные салоны. Средний ценник 400 бат. Практически все массажистки сидят на улице, ждут. Ну вот местный магазин Найтон Март. Это единственное, что тут есть, потому что ни Family Mart, ни 7-Eleven нету. Смотрите, тут, конечно же, есть макашницы именно тайские. Можно как курицу, рыбу и картошка. Вот это, конечно, редкость на тайских макашницах, но именно тут есть.
Ну и, конечно, массажные салоны, они тут везде. Ну и ценник средний, видите, вот 400 бат, 1 час тайский массаж. Смотрите, даже на первой береговой линии есть вот такие вот домики. Ну, то есть можно жить, выходя просто сразу на пляж. Это не отель, не хостел, просто какой-то дом, что удивительно. Ну и вот начинаются уже такие кафешки. Это, я так понимаю, кафешка, которая принадлежит Night Resort. Но, тем не менее, сюда можно зайти, что-нибудь перекусить. Ну, вот ценник средний где-то 150 бат. Паттай стоит 250 бат. Представляете? Самый дорогой паттай, который мы видели. Самый первый раз, когда мы приехали именно на этот пляж, февраль 2017 года. В следующие разы, когда мы приезжали, просто до сюда не доезжали. Потому что пляж находится немного в удалении, как я ранее говорил. И когда мы шли по кафешкам, ценники были достаточно дорогие. Да, вот 250-150 бат. Но когда мы дошли до самого конца, был самый вкусный суп, наверное, который я пробовал на тот момент. Он назывался Пхукет суп. Ну, потом мы выяснили, ингредиенты все были от Том Ха. Это вот, собственно говоря, именно на этом пляже состоялось знакомство с супом Том Ха, который на данный момент и является моим самым любимым супом в Таиланде. Ну, собственно говоря, идем дальше. О, смотрите, как много тут электровелосипедов. Ой, тоже, по-моему, электровелосипед. Такой кастомный, необычный. Прикольно. Насколько я знаю, потихоньку тема с электровелосипедами набирает обороты. Очень многие этим начинают заниматься, и это здорово. Потому что когда мы год назад на Патонге ездили на электровелосипеде, к нам подходили абсолютно все, без исключения тайцы, спрашивали, что это такое, откуда у вас за аппарат, это что, велосипед, это электро, сколько стоит, вы арендовали, за какую стоимость. И просто вот где бы ни увидели, бежали к нам со всех ног и спрашивали, что это такое. Мне кажется, с таким большим появлением других электровелосипедов сейчас такой популярности вы не сыскаете, но тем не менее меня радует, что их становится больше. Ну и вот, смотрите, какой пейзаж красивейший отсюда. Тут, насколько я понимаю, строится какой-то кондоминиум или какой-то отельчик, да? В 2023 году он будет готов. Посмотрим, построится он или нет. Ну и хотел закончить по поводу электровелосипедов. Там, где мы брали байк, мы разговорились с владельцем, и он тоже нам сказал, что хотел заниматься электровелосипедами, но сказал, что там, возможно, какие-то проблемы с законом, потому что обязательно должны быть педали. Если есть педали, то тебя отпускают без проблем. Если педалей нет, то могут быть какие-то проблемы с законом. Ну и также тут везде, вот практически на всем пляже, есть такси-сервис. Вот я пока ни одного заведения не видел, где можно арендовать байк. Большинство людей, кто останавливается тут, это какие-то большие отели, и никто не хочет париться, просто заказывают какой-то такси-сервис и едут там в старый город, в фестиваль, да, там в аэропорт или на какие-то другие пляжи. Можно увидеть такие вот вывески для аренды. Вы нас часто спрашиваете по поводу аренды. Иногда в наших выпусках вы можете увидеть вот телефоны, можете связываться, писать. Вот то, что мы видим, то в принципе и показываем. Ну, вот такое вот жилье на первой береговой линии, мне кажется, это вообще идеально. Ну, отличительная особенность этой береговой линии по сравнению с другими пляжами, что тут абсолютно нету никакого тротуара, вы просто идете вот по дороге, да. Но машин мало, это, в принципе, небольшая проблема, зато вид, конечно, невероятный. А в этом кафешке я увидел меню, и у меня сразу ностальгия по Паттайе. Видите, абсолютно везде на русском языке все написано: курица, креветки, кальмар. Савдикап. Ну и наших соотечественников там, конечно же, много, потому что очень легко выбрать, есть картинки, написаны на русском. Можно увидеть, что-то до сих пор закрыто, что-то не открылось, где-то что-то сдается. Ну, это, наверное, единственное место, где на первой береговой линии еще до сих пор что-то закрыто. На самом деле, я бы тут даже пожил бы, не знаю, наверное, недельку. Еще раз вам покажу дорогу, она практически всегда пустая. И, по-моему, вот именно это кафе было первое, где я съел Том Ха, очень похоже. Но тут супчики уже не по 50 бат, конечно же, уже намного дороже. Уже за 120 бат, 150 бат. Вот Том Ха с выбором, да. Уже подороже. Ну, за 5 лет цены тут немного поменялись. Но кафешка уютная, в основном тут сидят иностранцы. Ну вот мы пришли еще раз по левую руку, и тут тоже есть шланги с водой, где вы можете помыться. В принципе, в этом плане на Найтоне никаких проблем нету. Соленой вы не уйдете.
Тут достаточно мало припаркованных байков, я вижу, и здесь в основном люди приезжают именно вот там на 2 недели, там на 10 дней, что-то вроде такой путевки, и они отсюда не особо куда-то выезжают, потому что здесь есть абсолютно все необходимое для отдыха. Но если вы приезжаете в одно место и никуда не выезжаете оттуда, то очень многое теряете, потому что все-таки Пхукет очень разнообразный, и поэтому посмотреть его лучше побольше. Ну и вот нами было замечено первое такое пляжное кафе. Ну, выглядит симпатично. О, смотрите, какой-то кондо такой отельчик с шезлонгами. Очень удобно, симпатично. Купаться мы тут сегодня не будем, потому что все-таки волны имеют место быть, и мы хотим забраться на инстаграмную лестницу, о которой Маша все время говорила. А еще мы полетаем на квадрокоптере. Мы все же обнаружили пальмы, они тут есть, смотрите, вот по левую руку можно увидеть пальмы. Поэтому, если они для вас важны, то вот можно переместиться сюда. Тут такое инстаграмное место. Если вы любите фотографироваться, тут очень много камней, можно тут сделать какие-то крутые фотографии. Ну что, а сейчас, конечно же, мы посмотрим, какая тут водичка. И заметьте, здесь достаточно большие волны, но вот я иду уже и вижу, что вода, хоть и баламутит песок, но тем не менее она здесь тоже идеально чистая. То есть люди, кто отдыхают в Паттайе, очень часто с нами спорили, что в Паттайе на самом деле вода чистая, просто там волны, и из-за этого поднимает там ил или я не знаю что, песок. Но на самом деле, если вода действительно чистая, то это выглядит вот так. То есть вот песок оседает, и видно, что она идеально чистенькая. Смотрите, вот здесь вот если пройти вот это вот место, правда, здесь немного сейчас опасно, потому что волны к вечеру поднимаются все сильнее и сильнее. Буквально несколько минут назад тут проходила, и это было немного проще, чем сейчас. Там можно попасть на соседний пляж. Он практически безлюдный. Вот здесь вот нужно, правда, аккуратно так идти, вот, потому что где-то прям песок обрывается, где-то прям камни, и волны прям так, они когда подходят, то идти просто невозможно, потому что можно случайно подскользнуться на каком-нибудь камне и, собственно, упасть. Посмотрите, какая красота. Такой одинокий пляж слева от Найтона. Вон там вот отели видовые с шикарнейшим видом. И здесь такая прям, знаете, лагуна. И вот отсюда видна та лестница, на которую мы сейчас поднимемся сверху, чтобы вам показать невероятный вид. Сегодня не будем купаться по причине больших волн, да, но я повторюсь, опять же, это не значит, что на этом пляже абсолютно всегда такие волны. Нет, завтра может быть абсолютная гладь. Когда мы были 5 лет назад, волн таких не было, мы купались, получали удовольствие. Но вид тут, конечно, вообще супер. Даже мы вот не купаясь сюда приехали, получил релакс, удовольствие, расслабление. Мы собрались идти на вышеуказанную лестницу, но мы хотим пойти именно со стороны дороги. Мы не ищем легких путей. И тут еще скрипучий песок. Смотрите, в кафешке есть 2-й этаж. И оттуда вид, конечно, поинтереснее, чем на 1-м. Красота. Ну и смотрите, там находится такая кафешка. Можно взять какие-то напитки, горячительные или не очень, сесть
и с таким видом сидеть, смотреть на красоту. Вот мы прошли буквально 160 метров, судя по карте, и вот та самая лестница. Ну и, собственно, то местечко, о котором я вам говорила и которое обещала показать, вот оно. Как видите, тут она пользуется успехом, многие тут фотографируются, но выглядит тут, конечно, просто все невероятно красиво и экзотично. Видите, такие лопухи какие-то, пальмы, красотища. Мы еще встретили по пути нашего подписчика, он сказал, если пройти чуть-чуть дальше в ту сторону, можно найти какую-то невероятно красивую речку, там ходят монахи, но, к сожалению, по времени мы уже не успеваем. В следующий раз обязательно туда заедем. Ну и вот мы уже спускаемся еще ниже, выходим тут уже непосредственно к пляжу. Ступеньки очень удобные, идти довольно просто. То есть даже не почувствовал какой-то одышки или еще чего-то. Хотя обычно она бывает, если очень крутой подъем или спуск. И практически уединенный пляж. Красота. Тут как раз закатный пляж получается у нас. И практически никого нет. Видите, тут 2-3 человека. В отличие от того пляжа, который справа, основной, да? Такое ощущение, как будто бы и волны тут поменьше. В следующий раз, если я приеду на Найтон, я обязательно пойду в самое первое место. Это именно сюда, и тут искупаюсь. Вон там слева, по-моему, тоже кто-то с квадрокоптером. Красота. Ну и там уже основной пляж Найтон. Красиво тут. Смотрите, абсолютно нету никакой грязи. И сейчас такой хороший отлив. Hello. Мы приехали на Банана-Бич. Парковаться нужно прямо на дороге. Вот где-то тут. Все, сейчас будем искать, как спуститься вниз. Внизу и находится уже вышеуказанный пляж. Если отсюда смотреть, то вид вот такой вот. Вот указана вывеска Банана-Бич. И спускаться нужно вот по таким ступенькам. Не самым лучшим, но тем не менее. Ну и вот видите, тут написано No Parking. Но, а что поделать? Куда еще ставить? Ну, учитывая, какое количество байков и машин, мне кажется, там будет полностью забит весь пляж. Хотя мы читали, что он такой практически необитаемый из-за сложности до него добраться. Максимально неудобно спускаться, ступеньки очень большие, но в принципе, если сравнить, где мы там на Кучанге на водопад забирались, еще куда-то, то тут вполне себе цивилизованно и не так уж сложно. Поэтому, если вы думаете ехать или не ехать, то лучше приехать. Сложного, экстремального тут ничего нет. Ну и сейчас посмотрим, что у нас там на пляже. Я уже отсюда вижу, тут второй потонк. Ну, про этот пляж я читал совсем чуть-чуть. Писалось, что он такой, считается почти необитаемый. И тут не так много людей. Ну, как видите, тут за счет того, что он довольно маленький, людей очень и очень много. Ну, если там какой-то более длинный пляж, это количество людей разместить, казалось бы, что людей не так много. Ну и лодочки вон стоят. Наверное, на этих лодочках можно как раз-таки доплыть. Там до шезлонгов тут нет, поэтому все лежат просто так на песку. Кто-то даже без полотенец. Камушки есть. А при входе был такой небольшой бар. И там, вижу, тоже есть такой барчик. Сейчас мы туда дойдем и покажем красоту. Видите, даже между лодок купаются. Места для купания тут, ну, не так много. Чтобы зайти, нужно в шахматном порядке всех обходить. Немного напоминает потомок. Да, вот есть один барчик. Многие там именно и расположены. И также тут можно, видите, каяки арендовать и на них куда-нибудь отплыть. Ну, еще второй барчик есть при входе. Там тоже он весь оккупирован туристами. Ну и можно заметить, да, тут в основном все такие спортивные, очень много родителей. Ну, это сказывается близость пляжа Сурин и Бангтау, да. Песочек довольно чистый. Тут совсем рядом находится пляж Найтон. Это вот за теми вот большими скалами.
Буквально 2 километра, 1,5-2 километра, очень близко. Единственный минус, что тут абсолютно почему-то не ловит связь. 3G и то почему-то не ловит. Ну и основная красота тут, конечно, это когда поворачиваешься к джунглям, то никаких отелей, никаких цивилизованных таких домов или еще чего-то. Просто такой вот затерянный в тропиках пляж. В общем, мы идем купаться. Сегодня у нас небольшие волны, немного баламутит воду на самом входе, да. А вот если чуть дальше пройти, водичка такая чуть прохладная даже. Если чуть дальше пройти, водичка уже такая попрозрачнее, поприятнее. Ну, конечно, не Семиланы, да, по прозрачности, но тем не менее дно видно, никаких банок, бутылок, как на Колане, и всего остального тут нет. Это радует. Ну что, мы уже искупались, получили колоссальные эмоции. Вот видите, наверху такая вилла. То есть это единственное жилье, которое тут есть, остального нет. Получается, все, кто сюда приезжает там, в течение дня, они уезжают вечером. Переночевать тут, снять какое-то жилье тут не получится. Этим, наверное, и замечателен этот пляж. Лодки все уплыли, туристов увезли. Получается такой абсолютно экологичный пляж на данный момент. И потихоньку начинает прилив прибавлять и прибавлять. Мне кажется, где-то через минут 30 будет еще метров на 20 прибьет и совсем не останется пляжа. Вон, смотрите. Водичка тут очень классная, даже когда проплываешь подальше, видно дно, прям, даже несмотря на то, что ты до него не достаешь. Единственный минус, что это, конечно, не тот пляж, где можно посидеть в уединении. Ну, можете поздравить, это был последний пляж на Пхукете, который мы наконец-таки посетили. Многие пляжи мы, конечно, вам еще не показали. Мы показали, наверное, ровно половину. Но еще не вечер, мы еще не раз приедем на Пхукет и, конечно же, хотим еще что-то оставить. Также мы еще далеко не все острова посетили, там Пхи-Пхи, Радж и многие-многие другие. Это все мы оставляем на потом, чтобы приезд на Пхукет был интересным для нас и для вас. Ну и после 5 вечера тень полностью закрывает этот пляж. К сожалению, он не закатный. Закат мы тут не сможем вам показать. Ну и люди потихоньку начинают уезжать. В принципе, и нам пора, чтобы там не случилась пробка, потому что подъезд сюда — это еще те приключения. Очень такой серпантин приличный. Ну, вот такая вот кафешка основная, где в основном всякие коктейльчики можно прикупить. Еды тут, к сожалению, нет, но какой-нибудь коктейль выпить, конечно же, можно. Ну, раз уж мы решили все показывать, то покажем и наш фитнес-клуб, потому что вы видели, что у нас жилье абсолютно без бассейна и фитнес-клуба. Мы нашли буквально в 1,5 километрах от нас такое место, где можно поиграть в баскетбол. Есть мяч, он входит в стоимость. Также есть бассейн, довольно теплый, можно покупаться. 100 бат, это один день, можно прийти там часов 6 и вот до 9 заниматься. Ну и, конечно же, есть фитнес-клуб, где очень хорошие такие тренажеры. Это не под стать тем, которые мы видели там в кондоминиумах, в Паттайе, Пхукете. Тут намного лучше. На все группы мышц можно очень хорошо проработать. Можно купить там и коктейль, все что угодно. Называется СБ Фитнес. Ну, я снизу подпишу, кому интересно. Вдруг кто будет находиться рядом с тем местом, где мы живем. Это в районе там Сурина, можно так сказать. А также тут есть теннисный корт, посмотрите. Ну, далеко не везде есть теннисные корты, а тут он есть, и это здорово, что всего 100 бат. На втором этаже есть кардиозона отдельная, где можно позаниматься. Есть такие вот всякие сейфы. И самое интересное, еще есть зона йоги. Сейчас Машу как раз там растягивают, тянут, перетянут. Это здорово. За 100 бат у вас персональный тренер по йоге. Представляете, где вы можете вообще еще такое найти? Мы сегодня заехали на почту. Таким образом выглядит отделение почты. В принципе, как и у нас. Ничего нету, что-то необычного. На самом деле тут все необычно, потому что абсолютно все на тайском, абсолютно ничего не понятно. И там вот есть такой вот, типа талончики брать, и там тоже все на тайском. Приехали мы не просто так, а нашим победителям отправить открытки. У нас проходило много стримов с Таиланда, и вот набралось достаточно много открыток. Сегодня мы будем отправлять. Видите, тут Семиланы,
еще что-то. На стримах многие выбирали, какие открытки им нужны. Сегодня будем отправлять. Ну вот наше первое знакомство с отделением почты. В других странах, возможно, мы тоже это будем делать, будем все записывать. И чуть позже расскажем, какая стоимость вышла отправить несколько открыток. Для отправки 7 открыток мы заплатили, получается, 280 бат. Нам дали вот такие вот марки с изображением короля. И не только. Вот сейчас будем все это заклеивать, отправлять. Мы отправляем открытку даже в Якутию, Томск и вообще просто невероятное какое-то количество городов, куда они сейчас полетят. Ну что, открытки полетели по разным городам. Ждите. Буквально в 2 минутах езды от нашего жилья можно приехать на вот такое вот нереальное озеро. Мы особенно тут любим бывать по вечерам. Тут чистейшая вода. И мы кормим здоровенных просто самов. И не только самы, еще вон какая-то рыба огроменная. Все это удовольствие стоит всего 20 бат. Ловить, конечно же, их нельзя, но погладить можно, кто смелый. С таким вот просто нереально крутым видом. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!